Мы состоим из разных векторов. Но чтобы понимать, это наше «я», слагаемое из 2, 3, 4, 5, может быть, векторов. Чтобы понять всю мозаику, из которой сложено наше «я», бессознательное, психическое, мы должны научиться определять один вектор. Вот о нем одном мы пока говорим. Вектор телесно выражает себя через слизистую. 8 эрогенных зон. Они создают целое. Целое – это человек. И вот человек, он уже эволюционировал, уже хвостик отпал, уже жабры зажили, уже физически уже мы как бы более-менее приобрели форму. Происходит психическое развитие. Все на развитие, на усложнение. Чтобы понять сложную, высшую математику, надо научиться складывать простые числа. Вот простые числа – это первобытная стая. Был такой тип, у него была особая видовая роль. Охотник-алиментатор в саванне и хранитель пищевых запасов внутри пещер. У него была очень чувствительная кожа, очень тонкая, бархатная, как эрогенная зона. Тогда в первобытной стае мы кожные люди. Единственные, кто знали, в чем смысл жизни. Смысл жизни – поесть вовремя. А пищу надо добывать. Пища – это основное для выживания. Не только мое, но всей стаи. Вот в этом и есть мой смысл. Мое желание, которое гонит меня в шею на 100 работ, на добычу денег, на делание карьеры, вот по сей день. Не, ну понятно, что уже с пищей мы развлекаемся, можно ее не экономить, но мы такие психологические, наше психическое такое, добывать пищевые запасы и их экономить, копить на черный день, на черный день, на черный день. А вдруг завтра не война? Или папа уволят с работы. Мы очень волнуемся. Куда вы, дети, в холодильник лезете, все за один день хотите съесть? Тут папа на неделю купил. Мы на всем экономим. На всем. Ну, очень сдержанно эмоционально, естественно. На себе экономим, на воздухе занимаемся всякими аллотропными практиками, дыхательными. На голодовке ходим по брегу, например. На сне экономим. Ну что зря спать-то? Спят по 8 часов, бездельники. Мы 5 часов, мне хватает 5 часов, а остальное время я работаю и добываю. Сегодня мы находим этому объяснение, что это полезно для здоровья, например. Для нас польза самое главное. Мы такие люди. Самое главное, чтобы было полезно, выгодно. Что значит полезно, выгодно? Экономия и добыча – это наш смысл. Добыча и экономия. Добыча пищи и экономия пищи. Это смысл во всем. Все уже, у нас не только пища. Вон каменные топоры, каменные скребки. Вождь говорит: ребята, идемте на мамонта, мы же лидеры. Между вождем и стаей мы промежуточное звено. Мы младшие командиры, менеджеры среднего звена. С амбициями. Вождь говорит: вон будем 2 дня пути у нас есть. Обойти эту речку, перейти ее через мели, и там такие угодья, такие пастбища с мамонтами. Тяжело нам переться 2 суток, это ж столько времени затратили, столько сил и энергии, а потом волоком тащить этого мамонта. У нас специальный ум, рациональный, прагматичный, экономный. Польза, выгода, польза, выгода, польза, выгода. Все, мы иначе не мыслим. Мы экономим. Не только пищу, мы на все распространяем свою экономику. Мы экономим время, мы экономим ресурсы, мы экономим пространство. Все так устроены. Какого дьявола ходить 2 суток через эту мель на пастбище? И наш ум обеспечивает наше желание к экономии. Я желаю, мое психическое внутреннее желает экономии этих 2 дней. Лишних, зазря прожитых в обходе через мель. И мой ум обеспечивает, специально сделано, называется логический ум. Кожная эрогенная зона, логическое мышление. Ум обеспечивает, как же реализовать эту экономию. И я придумываю. Можно взять 2 пальмы и свалить через речку. И сделать первый мост. Это же гениальное изобретение. Это же инженерная мысль. Вот все, что вы видите, от космоса, интернета, там мы кожные инженеры, больше никто.
Нет у кожного развитого вектора, нет у инженера. Нет у кожного человека, нет логического мышления. Обращайтесь к нему логично, нелогично. Это же нелогично, Вася. Скажите не кожному человеку, он не поймет, о чем речь. У него нет такого мышления. Только мы, кожные люди, понимаем логику. Это не значит, что мы все логичны. Это значит, что мы рождены с этим талантом к развитию логического мышления. А вот насколько мы его разовьем или нет, это вопрос. Знаете, родился ребенок, ему дали 15 лет адаптировать новые условия на ландшафте, новейшую биосферу города, а не саванны первобытной. Он не развился. Но желание из психического к экономии есть. Мощная сила нашей жизни, которая делает из нас гениальных инженеров, есть. А развитости, адаптации этих свойств, реализующих желания, нету. И мы из нас, получается, жадные люди, скрытные, жадные, патологически жадные, вот этими копеечками не могущие расстаться. Вся энергия, наша жизненная энергия, идет не в реализацию и сбалансированную биохимию головного мозга, чувство радости и удовлетворения. Она не реализует себя, оно булькает. Психическое желание жить. Бульк, бульк, хочу наполнить себя, но не способна, не развита. И проваливается, как вода сквозь песок, в никуда. Чувство жадности, скрытности, зависти, черной. И никакого удовольствия от жизни.